Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня я вам покажу, как я делала подмалевок для сухой пастели при помощи воды. Пастель – это та же самая краска, только в сухом виде. И при взаимодействии с водой она растворяется. Берем пастельные карандаши Канте и Пари. 24 цвета. Пастель в мелках Канте и Пари 50 цветов. Пастель той же марки 24 цвета. Тестируем бумагу палаццо для пастели и акварели «Соленый ветер Венеция». Берем оливковый цвет. Бумага с одной стороны более шероховатая. Будем ее использовать как лицевую сторону. Закрепляем лист бумажным малярным скотчем. Таким образом, когда вы рисуете сухой пастелью, такой принцип закрепления листа очень удобен. Но когда вы используете подмалевок в своей работе, лист может вас подвести, покоробиться. Начинаем работать над композицией. Намечаем границу неба, линию леса, само поле, борозды на поле. Цвета для подмалевка я беру контрастные, те, которые будут просвечивать сквозь слои пастели. И располагаем наши стога. Чтобы композиция была интересная, я нарисую еще один сток чуть подальше. Ну а дальше по ходу работы мы добавим еще какой-то ритм, чтобы пейзаж казался более интересным. Берем воду и кисть, натуральную щетину, и начинаем растворять нашу пастель. Направление мазков выбирайте по своим ощущениям. Она, подобно акварели, где-то смешивается. Подмалевок должен быть ярче вашей итоговой работы. Вода окрасилась в цвет пастели, а подмалевок наш готов. Ждем высыхания. Лист чуть высох, но уголки его приподнялись, так как не были закреплены. Поэтому при работе в такой технике закрепляем лист по всему периметру. При подмалевке водой пастель все-таки пачкается. Приступаем к прорисовке нашего пейзажа. И начинаю я со светлого, это с неба. Очень красиво просвечивает наш подмалевок. Получается такое закатное небо. Далее я расставляю какие-то цветовые акценты, чтобы они не потерялись по ходу работы, так как эта бумага не выдерживает многослойной живописи. И в данном случае подмалевок нам помогает. Я сделала еще несколько стогов на дальнем плане, чтобы появился какой-то интересный ритм. Ну и начинаем причесывать наши стога, прорабатывать свежескошенную траву. На переднем плане я сделала колею глубже. Не забываем, что у нас должен быть свет и тень, а также общие тоновые массы. Добавим холодных оттенков, чтобы теплые наши заиграли. Очень сильно уточнять дальний план я не буду.
процессе работы мне пришлось закрепить уголки нашего листа, так как они начали сворачиваться в трубочку при дальнейшем высыхании бумаги. И это крайне неудобно. Добавляем отражение неба. Опять причесываем наши стога. Пастель Канте, она имеет консистенцию пудры. Она менее жирная, чем Сенелье, но она мне нравится, так как оттенки более приближенные к природным цветам. А также эта пастель выдает интересные цвета при смешении. Глубокая колея со скошенной травой притягивает взгляд зрителя и уводит его дальше к стогам. И такое ощущение, как бы она подталкивает эти стога, и как будто они сейчас покатятся туда вдаль. У нас в поле вечереет, поэтому я беру более приглушенные оттенки, работаю с тенями. А дальше насколько вас хватит, потому что каждую травинку рисовать одинаково нежелательно. Нужно и нажим мелка или карандаша менять, и направление штриха. А мой мастер-класс подходит к концу. Надеюсь, он вам пригодится. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, чтобы не пропустить интересные и полезные ролики. Пишите свои комментарии. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. А я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале Творческая студия Елены Тюриной.